Привет, мои дорогие девочки. Мы на таком вот авторском Таро, Трикстер Таро, погадаем с вами на такую тему. Это мне девочка прислала, это ее работа. Давайте посмотрим такую тему интересную на этих Таро. Что думает о тебе твой бывший? Давайте посмотрим, рассмотрим ваших бывших. Мы у них не выходим из головы. Живут они только вот этими мыслями о своих прошлых отношениях. И давайте глянем, да, бывшие. Что думает о тебе бывший номер один? А их у нас будет 4. Что думает бывший номер 2 о тебе? Что думает бывший номер 3 о тебе? И что думает бывший о тебе номер 4? Если у вас, девочки, есть 4 бывших, загадывайте, пожалуйста, в своем порядке индивидуальном, в котором вы чувствуете. И давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Кстати, девочки, видите, у меня тут лежат такие камушки. Вам смешно, мне тоже. А знаете, в чем прикол? Я сейчас, пока вы загадываете, мы про бывших тут гадаем. Короче, расскажу их историю, как я их нашла. Как-то давновато приехала я с мужем на рыбалку на место такое, ну, такой вот пляж, там, где лодки спускают на воду, чтобы для того, чтобы поплавать. Такая пристань, ну, типа сам пристань. И я такая любительница, короче, и камушки, ракушки, все остальное такое пособирать. И что вы думаете? Нахожу я один камушек. И мне так и смешно стало. Я подхожу, говорю: а тут точно эти вот рыбаки именно тусуются? Точно на лодках? И точно они на рыбалку ходят? Ну, мы посмеялись и все остальное. И пошла я дальше искать. Нахожу второй, показываю ему два. Мы так ржали, просто не могли. Девочки, вы смотрите, чем занимаются мужики, когда они на рыбалке? Не знаю. Ну, короче, эти вот такие камушки интересные. И вот знаете, ладно, если один нашла, это уже случайность, но два это закономерность. И как они там? Почему именно там? Это какие-то древние камни. Древние, девочки. В древнем месте спуска лодок. Ладей старинных, да. Или, может, там еще древние люди удили рыбу, потому что все-таки это же камень. Так, камень сточить. Не знаю, что должно происходить. Девочки, кто разбирается в камнях, расскажите, что это за сталактиты такие. Ну что, давайте смотреть. Первый, второй, третий и четвертый вариант. Рассмотрим окаменелости из наших жизней. Там что еще случилось с этими бывшими и что они думают о нас. Ну что, загадали? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Бывшие. Что они думают? Итак, первый вариант. Что думает этот бывший? Так, а он, девочки, за вами наблюдает, не может никак избавиться от этого. Это маг, карта старший аркан, Сир. Не может никак избавиться от мыслей о вас, думает, что вы на него влияете, где-то пытался, может, на вас даже что-то такое вот делать, да, может привораживать, может еще что-то. Он отцепиться от вас ментально не может, понимаете? Его даже жизнь, какие-то его дела заточены на том, что вот у него как жизнь разделилась на до и после вас. Давайте еще посмотрим, что думает о вас этот бывший. Она разбила мне сердце, тройка мечей. Она разбила мне сердце. Я стал сильным, каким-то независимым, крутым. Ой, ворон пугать, короче, он стал. Давайте еще посмотрим, что он о тебе думает. Он думает, что вот где-то деньги остались вместе с тобой. Деньги остались вместе с тобой. И что ты очень хитрая королева Пентаклей, хитрая ведьма. И он считает, что он больше всего тебе подходил в жизни. Он может и ревновать, или как-то сравнивать себя со всеми твоими новыми мужчинами, потому что он что-то о них все равно где-то достает информацию, да. Считает тебя ведьмой.
и считает, что с тобой деньги, удача и все остальное. Но он выпал старшим арканом мага. Это говорит о том, что ты настолько оставила отпечаток в его жизни, что вот это как прям как комета, которая сменила траекторию движения. Понимаешь? Вот такие дела. Он знает, что вернуться к тебе уже невозможно. Нельзя вернуться. Хотел бы вернуться к тебе? Хотел. Хотел бы жить даже вот как-то с тобой. Хотел бы колесо фортуны это вернуть, которое было с тобой. Но все это это минулые года какие-то, да, он все равно проживает в жизнь свою. Вот у него, девочки, в голове, да, все старшими арканами шито. То есть он проживает две каких-то параллельные жизни. Одну жизнь, ту, которую он сейчас живет, и вторая жизнь, она связана вместе с вами. То есть вы как будто бы, знаете, как голос его в голове. Либо вы приходите во снах, либо он там во снах именно живет с вами, да. Или, например, занимается интимом со своей, например, новой пассией, представляет о вас. Или может, например, сказать новым своим пассиям, женщинам, а не покрасишься ли ты, например, в цвет такой, как у вас, да, или еще что-то. Водит ее по магазинам, ресторанам, по которым это вы его водили даже, я бы сказала. Такие дела. Он от вас не отвял, он ваш вечный, как говорится, спутник, которому хода в этой жизни к вам уже нету, но он вот как он это понимает и живет вот эту какую-то параллельную реальность вместе с вами. Может, муж бывший. Бывшие мужья, особенно когда дети есть, да, они вот эту параллельную реальность так и живут. Так, ну что, давайте посмотрим вторую карту. Что думает о тебе этот бывший? Бывший тебя ненавидит. Семерка мечей. Ты ему сделала больно. И это какая-то такая, он сам себе махает кулаками, да то все сделал бы там с тобой, да. То есть так, девочки, ну, он плохо думает о тебе. Девятка пентаклей. Думает, что ну, тебе вернется моя боль бумерангом. А я типа как был императором, 21-м старшим арканом мира, да, так я типа им и остался. Он, девочки, либо уже нашел типа вторую свою женщину, с которой он как-то ему легче жить с той новой, или он в поисках этой новой, да, совершенно обычной земной женщины, которая ему больше подходит. Он после вас ментально, скажем так, стал лучше, расцвел, убедил, вот как-то успокоился, да, потому что до этого вы в его жизнь добавляли вот этого, знаете, нестабильности какой-то, тревоги. А, Именно вы, он считает, именно вы этого все добавляли. И сейчас, когда вы расстались, да, и он стал на ноги, то он уже не ищет похожую на тебя, да, он ищет просто простого человеческого счастья, потому что знатно ты эту лисицу потрепала. Ну, давай еще посмотрим, что думает о тебе этот бывший. Он думает, 13-й старший аркан смерти, что все уже закончено, что с тобой он никогда не будет, но вот смотри, ты выпала императрицей, а он императором. На самом деле, то, что вы были вместе, это было какая-то ваше вот кармическое предназначение, вот испытать вот эти чувства императора и императрицы к друг другу. Вы были даны друг другу для того, чтобы вы поняли, что есть, например, ваш типаж мужчины, что какой вам мужчина надо, какой не надо, да, и вы ему даны были тоже для этого, для опыта, для понимания, да, с кем я буду, с кем не буду. Потому что не пройдя через эти вот отношения с этим мужчиной, да, вы бы не поняли новой какой-то сути.
своей сути, он бы не понял чего-то своего. Думает ли он о вас? Он, девочки, понимает вас, принимает сейчас вас как личность, да, что вы императрица, но он также и принимает себя как император. И, возможно, он считает, что то, что вы разошлись, это есть хорошо для обоих. Но тут может быть еще и сожаление, то есть я император, я сожалею, что я не вместе со своей императрицей, понимаете? Но стоит ли спасать эти отношения? Нет, девочки, не стоит. 13-й старший аркан выпал, все кончено, да? И это больше не повторится. Это как прошлая жизнь. И впереди много новых, как говорится, жизней, много новых отношений. Просто это было, это были, это не просто, просто это, тут нельзя добавлять это слово. Вы кармическая пара, которая, может быть, встретилась не то время. То есть, возможно, если бы вы пришли с другими жизненными опытами, да, и в других обстоятельствах, вы могли бы быть очень хорошей, такой крепкой очень парой. Но тут что-то, как говорится, что-то пошло не так. Причем так как тут два старших аркана, я вам скажу одну вещь. Если вы с ним быстро расстались, это вы еще хорошо отделались. Потому что здесь, по вот этому варианту, очень часто могут быть такие ситуации. 25 лет в браке, да, и потом вдруг разошлись и никогда больше не увиделись, да. То есть как будто разрубание таких вот сложных канатов, да, отношений идет. Поэтому, девочки, вот такие у него мысли о вас. В принципе, тут возвращения нету, оно и не надо, девочки, не надо это возвращение. 13-й старший аркан, он полностью обрубил все связи, все канаты, все якоря. Тут сожжены мосты. Для того, чтобы вы почувствовали себя хорошо и счастливо, даже если вы тоскуете именно по этому бывшему, вам просто нужно найти мужчину, который вам внешне либо внутренне будет напоминать вот этого мужчину, понимаете? Вот где-то что-то такое напоминающее может идти, да, и вы будете счастливы в этих новых отношениях. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим. Третий вариант, что думает о тебе бывший, десятка мечей. Он, девочки, ты разбила ему сердце, ты ему не только сердце разбила, но и все, что только можно. Либо он остался гол, как сокол. Ну, короче, жизнь пошла у него не в очень хорошую стезю. А он же любил. Да, девочки, чувства у него были настоящие. Король кубков выпадает здесь и влюбленная. Ты его любимая женщина. Ты, которая не выходит его с головы, но которая разбила ему сердце. И это навсегда. 18-й старший аркан выпадает, аркан влюбленный, король кубков. Он будет тебя любить всегда, этот мужчина. Всегда. Будет тебя вспоминать в своих рассказах, будет думать о тебе. Он тебя не разлюбил и никогда не разлюбит. Единственный такой момент, что здесь вот первым сигнификатором выпала десятка мечей. Не факт, что вы будете вместе. Ну, даже если потом, спустя время. Хотя мне кажется, что он все-таки, девочки, будет пробовать когда-то опять в вашей жизни появиться, но шансов у него мало. Но знаете, для чего этот мужчина? Вот если вы, скажем так, жестокая и бессердечная, да, это мужчина такой, который вас все время лечит. То есть, расставшись с новым каким-то мужчиной, этому вы можете, как говорится, что-то даже рассказать там или, ну, короче, так вот, да. Это не то, что мужчина-друг, сколько вот такой вот, типа, знаете, он любит и все. Но есть такие мужчины, которые вот любят и все. С ними невозможно же быть рядом, произошло расставание и все остальное, но он любит. И вы знаете, и он знает. И это греет душу, это греет вообще жизненный путь какой-то, и ваш, и его. Ну, тут такие сложные карты выпадали, да. Старший аркан, 10-й, колесо фортуны, с тузом мечей. Тут не надо задумываться, было ли бы вам хорошо вместе, что бы произошло, там, знаете, что вы не сожалейте об этих отношениях, что были, не сожалейте. Если вы с ним расстались, значит, такова
была, и ваша его судьба, и просто кармически вы испытываете чувства к друг другу, а тем более он испытывает эти чувства к вам. Этот служитель вашего любовного храма, а вы там главная жрица любви. Понимаете? Вот и все. Ну что, давайте посмотрим четвертый вариант. Что думает о тебе бывший? Двойка пентаклей. Это, девочки, мужчина, который никогда не скажет вам правду. Возможно, вы о нем вообще уже ничего не знаете, не слышите, да? Либо тут он может врать, что-то такое вот говорить. Вранье, девочки, выпало по двойке пентаклей. Давайте еще посмотрим, что думает о тебе бывший. Он еще, девочки, подумывает, а не вернуться ли к тебе, чтобы тебя опять надуть, надурачить. Рыцарь кубковый. Он, девочки, играет в игру, играет в любовь, но на самом деле это не по-настоящему. Это какой-то такой, знаете, абьюзер, газлайтер какой-то, который просто знает, как любят люди, где-то об этом читал, что-то видел, и успешно применяет вот эти вот эмоции для своих каких-то дел. Я бы не сказала, что он какой-то развитый, потому что он был бы миллионером уже каким-то, да. Но... А может, и вы загадали здесь миллионера. Так вот, он, как говорится, не знает слов любви, старый солдат, но он понимает, как себя вести в той или иной ситуации, понимаете? Он очерствел. Мужчина очерствел. Про вас он, скажем так, думает мало на самом деле. Но когда он думает, а может быть вернуться и опять сыграть, опять ту же игру. Но он прекрасно знает, что вы не поведетесь уже, и это будет сложнее, поэтому он как бы не особо лезет в это все. Понимаете? А давайте еще глянем, что думает о тебе бывший. Смотрите, девочки, еще по взвешенным выпал. Я бы ему не доверяла, этому мужчине, и с ним еще не складывала новые отношения, потому что тут что-то не то. Может быть, обострились его какие-то вредные привычки, употребление каких-то препаратов, спирта, да, или еще чего-то. Ну, то есть вот что-то такое... Он может более-менее жить, но вы точно никогда ничего не будете знать, потому что он все скрывает, где-то не появляется. Там, короче, такое вот, да. Какое-то шалтай-болтай яйцо, на самом деле, вот этот вот бывший сейчас. Поэтому, если вдруг он объявится, я бы на вашем месте его к себе бы не подпускала, потому что это будет одна песня хороша, начиная сначала. И вот он думает, как бы, он не думает о чувствах, да, он думает, лишь бы кого надурачить. О, если вы дадите ему эту возможность, конечно, он ей и воспользуется. Вот такой вот был у нас расклад, мои дорогие. Пока-пока.